Поехали. Ох, GPU 90-95. Ну, главное, чтобы ничего не лагало. Я имею в виду на ютубе. Сам понимаешь. А это надо будет проверять, на самом деле, тебя сначала. Да, да. Странно, у меня перда сверху написано. Я не помню, чтобы я что-то такое писал. Дискорд какой-то. Мне хочется чат Ютуба увидеть. Вот, кажется, нашел. Можешь написать что-нибудь в чат Ютуба? Да, еще. Заходил. Мне микрофонная стойка наконец-то пригодилась. Теперь я могу клавомышью играть и курить параллельно. Изобретение. Что лень делает, да? Изобретяет. Я написал, что... Да, вижу, ты написал. Ну все, супер. Закинь, пожалуйста, в Телеграм, что типа мы начали. Да. Так. 95, по-моему, сейчас, потому что, да, мне нужно предпросмотр убрать. Во. Ну Да, не, ты же больше не изменилось. записываешься чуть Нихуя не изменилось. Ну так, чуть-чуть. Ну окей, с 99% стало 93. Но это меню. А это меня напрягает, что это меню. Ну да. Ну посмотрим, посмотрим. Давайте начнем, а там уже увидим. Будут ли какие-то прям проблемсы. Надо проверять по ходу пьесы. Ну-ка, сейчас я стрим отключу в Дискорде, что будет. Да. Я 10% с ГПУ скинул. Убрав показ тебе. Ну да, я потом буду играть, и ты просто отключишь, и я просто буду проходить. Но я буду, знаешь, скорее всего, проходить... Я просто отключу себя. Вряд ли мы там еще будем говорить особого. Рома Дмитрий, привет. Слушай, ну, давай лучше все-таки ради 10%, я думаю, что стоит перейти на тебе на просмотр в Ютубе. Давай так попробуем все-таки. Тем более, что первые 2 часа ты видел. Ну да. Ну все, поехали, ребят. Ну что, долгожданное прохождение. Так, удаляем профиль. Я просто запускал, чтобы побегать, посмотреть, работает, не работает. Так, ну что? Это заказ Алекслея. Алекслей на связи. Привет, Алекслей. Да, да. Ну, мы с тобой оба пипец ждали эту игру, потому что да. предыдущая нам очень понравилась. Очень понравилась. Прям жестко понравилось. Очень сильно, да, понравилось. И мы очень сильно ждали. Плюс, эта игра на Unreal Engine 5.2. По-моему, я еще не играл ни в одну игру, которая на самом-самом передовом движке. Она должна быть супер красивая. И я надеюсь, и сложная в то же самое время будет. Мир, надеюсь, раскроется. Ну, короче, мы с Алекслеем очень любим головоломки. Качественные, с каким-то таким интересным лором, в какой-то загадочности. И это прям вот прошлая игра. Блин, если бы она была в 2 раза длиннее, мы были бы только более рады. Ну, там еще Гиена выходила, она еще сложнее. Да, и я помню один уровень, который я проходил за 2 стрима, в сумме за часа 3, по-моему, 4. И я получил большое удовольствие, все-таки победя этот уровень. Ну все, поехали. Давай. Ждем 10 из 10. Ребят, если будет лаги или еще что-то, плохое качество стрима, вы говорите. Играем без HDR, походу. Это проблема у всех на компе.
в этой игре. Но в остальном играем на ультрах. Ну и стримим максимально по возможности, в максимально возможном качестве стримим. Behold, child, you are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your friend, and I am called Elohim. Элохим. Но в озвучке Максима Сергеева как-то привычнее, конечно. Ну, что поделать. Такие времена сейчас. Ничего страшного, бывает. Ну, HDR не HDR, непонятно. Но как будто бы HDR есть. Сейчас я проверю. Можно проверить даже. Да. Слушайте, кстати, кажется, есть HDR. Ну, у тебя, кстати, в Ютубе плавно идет пока что. Пока все нормально. Не, ну если я вот так делаю, то как-то становится слишком... Не те цвета становятся, не то. Странно, короче, это все. Ладно. Сдаюсь. Потом, может быть, разберусь. Просто, ну, на своем мониторе я смотрю, и как будто бы HDR. Хрен знает. Но вам я транслирую не HDR. Потому что, когда я вот включил HDR сейчас, на несколько секунд, вы видели, краски стали какими-то излишне насыщенными, чересчур. Ну да, я это вижу. Ну, можешь патчем как-то исправить, в любом случае. Да игра у меня так же выглядит, по сути. Просто эстетика игры еще классная, вот это вот все. Как же я люблю эту игру, невероятно. А это только находишься еще внутри этой программы Лохимы. Когда ты увидишь дальше, что будет, у тебя просто челюсть отпадет. Ну и египетскую эстетику я очень люблю. Вот это обучение такое, помню, что как работает. Просто это редкость в наши дни сейчас, чтобы игра была вот без этих всяких убийств, там пострелять, а просто вот загадки и все. Ходишь и решаешь спокойно себе. This land is but a dream. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Do not be afraid of these dream figures and their messages. They are merely aspects of yourself, as am I, after a fashion. Я уже испугался, что придется мобилу доставать и QR-код считывать. Не, это такой, раньше такое было, что это просто какие надписи появляются. А если сравнивать первую часть сеты именно с графоном, то вообще, брат, мне кажется, сразу видно было. Кубические шаги. Ну,
нам нужно лесенку выстроить, как я понимаю. Ну да. Но я не смогу взять. Все можно. Да. А я застрял. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you, and this place is only a dream. Вот эти все старые звуки, обожаю. Так, ну... Мы не можем же выйти с этим, да? Да, не можем. Чё там у тебя? I am paddle. The shapes you are collecting are not mere toys. They are symbols of the process by which our people were created. О, ёпта там. Пирамида для меня. Так, я отсюда пришел. Так, ну получается, мне сейчас некуда идти, только сюда. А, вот мышка. У тебя, кстати, лаги уже пошли. Но у меня пропуска кадров нету. Может быть, вот так делать. Алтан, привет. Ал, привет тоже. Ребят, возможно, вам нужно переключиться... Если у вас лаги, вы можете попробовать переключиться в 2К. Такое бывает. Но у меня точно нет пропуска кадров, у меня все прекрасно. Значит, скорее всего, проблема у вас. Если у вас лаги. Странно. Что же мне делать? Что же мне делать?
Может, что-то мешает? А может быть, нужно бегом? Я не знаю. Нет. Но я буду в ловушке тогда. Что ж тогда мне делать? Сюда никак я не зайду, с другой стороны. А ты где сейчас? Ты той, где 2 куба? Да, за дверью. Ага. Там все очень просто. Ну, я не сомневаюсь, но как обычно, блядь. Как обычно Это, я это обучение, и тебя же обучение, знаешь, такой, давай. Думай уже. Ну, что-то как-то я туплю. Ну, ты, скорее всего, знаешь, просто уже забыл. Ладно, пока уйду. Обучение просто тебя уничтожило. Да, кодировка перегружена, да, действительно, есть лаги. Сейчас я кое-что проверю. Да. Ну, у тебя не только с Талосом всегда проблемы, но и с другими играми тоже. Да, бывало. Попробуем так сделать. Так, ну, кодировка перегружена, пропало сообщение. Ну, ребят, давайте проверяем. Нет ли сейчас лагов у вас? Ну, сейчас пройдет пару минут. А то с опозданием. Да, я все напрочь забыл. Ну, пока все нормально. Ну, есть такие микрофризы. Это когда ты бегаешь, она прям такая резко. То либо резко, то либо знаешь. Ну, пока вроде нормально. А ты еще на том месте, что ли?
ЯНДЕКС. Эксперимент с одинарной щелью. Это что-то из Камасутры. А, кстати, ты помнишь, когда там из другой уровня надо было перейти на другой там уровень, чтобы взять звезду, понимаешь? Да, звезды вообще обожал. Это вообще пипец. Интересно, что тут и сделали. Да, я точно буду хотеть на 100% пройти. Так, может быть, тут нужно поставить блок, чтобы пережать этот луч. Я, кстати, в этом моменте так чуть-чуть затупил, а потом понял, просто не все посмотрел. А дальше что? Прыгнуть сюда и чё? А, господи. Да, да. Лох! Подождите, осталось еще 2. Я что-то пропустил. Ты одну не прошел. Ветреный день, вот. Оставлю ту, с которой я затупил напоследок. Very good. Мне так нравится этот звук, когда ты берешь тетрисы. Ну да. Так, и что же здесь, я не понимаю. Статическое давление. А, я могу снять эту, точно. Вот что. Да. Все, вот видишь, я знал, что попробую-ка я другие пройти, и, может быть, там даст какую-то подсказку. И вот, предыдущая дала мне подсказку, что я могу снимать эти штуки. Все, изи. Ну да. А зачем мне 2? Ну, сейчас посмотрим. Наверное, там слишком высоко. Да, нужно поставить... Ну это да, это такой уровень, конечно. Так. Тоже немного затормозило. Так, надо отключить и поставить, а потом включить. I am proud of all my children. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. And there your brothers and sisters await you to celebrate your birth. Блин, как я люблю эту игру. Это тот случай, когда, знаешь, даже не хочется торопиться. Спокойно,
предвкушать каждую загадочку, ходить, смотреть. Это прям вот не знаю, прям так здорово. А это нельзя снимать. Так, что тут? Давайте включим. Что будет? Будем дуть наверх. Зачем мне это? Так, эта штука у нас лучи направляет. Это у нас... А, да, соединяшка. Блин, вот так мне нравилась эта штука. Ой, там еще и время что-то. Ой, блин. Это так прикольно. Там потом будут новые штуки, которые тебе еще понравятся. Ой, такие бывало сложности были с такими этими лучами. Да, там нужно правильно еще, знаешь, это угол сделать, и когда чтобы попалось. Два цвета, две двери. Нет, это не Portal 3, это Talos Principle 2. Но, кстати, здесь будут порталы. Кстати, здесь нас ждут порталы. Да, но они будут по-другому работать. Как я понимаю, мы не будем в них входить, мы будем с помощью них лучи, например, перенаправлять. Не, можно, но там будет другая штука еще, помогающая. Там будет платформа, ты берешь платформу, ставишь вот туда через порталы и все, и перемещаешься. Ну, короче, там может еще будет это перемещение тел, короче, там дофига будет. Я еще очень хочу в эту игру поиграть с Настей. Но она пока вот работает. Но мне просто было бы очень интересно и весело смотреть, как она бы решала. Как она бы советы давала какие-нибудь. Ну, кстати, было бы Мне кажется, это было бы очень прикольно. Так, мне нужен синий цвет. Вот он здесь. Так, а почему закрылось? Почему закрылось-то? А, потому что вот. Они еще не должны пересекаться, кажется. Поэтому нам понадобится ящичек. Ну ты уже понял мысль, да? Но ящик, по-моему, стоит неправильно. Ну да, там надо. Нет, правильно, все нормально. Ну, ладно. А я его на обум поставил, в итоге угол Ну, сошелся. Хорошо. Ну гений, ну как у тебя это получается? Сам не знаю. Гений 3000. А, я, кстати, по-другому прошел. Знаешь как? Ну. Я поставил именно красный сверху, а ты синий сверху поставил. Да. Ну, Там тоже надо угол прям, да, это здорово, что дают разные возможности. Так. Синий здесь. Сначала нужно освободить эту штуку, я думаю. Будем действовать последовательно. А, тут еще и красное нужно, чтобы открыть. А where is красный луч? Everton. Thank you very much. Освободили. Здесь ничего нет интересного. Так. Теперь нам нужно туда. А в чем сложность? В том, что они в разных углах.
в разных сторонах. И нужно, чтобы они не пересекались. Ну, можно вот так сделать. Красный сюда, красный сюда. А теперь это. Так, надо, чтобы это не соединялось. А, да, я ее просто взял. Так, чтобы это открылось, нужно сюда. Здесь дверь закроется, если я уберу. И у меня в доступе только 2 штуки. 2 призмы, назовем их так. И здесь закроется. По идее, это несложно. Мы просто переставим ее. Так, ну вроде все видно. Так, все, я начинаю включаться потихонечку. Уже не так уж и туплю. Нормально решаю. Так, мне нужно открыть эту финальную дверь. Чем я обладаю? Только одной призмой? Сейлор Мун. Нет, 2. Ха-ха-ха, хорошо. Ну, может быть, так надо? Thank you, child. I have finished preparing your vessel. Now, hear my advice. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I, in my garden, could never have imagined. In that world, you will have to be careful and smart and curious. But above all else, you will have to be human. Наоборот, типа.
Step into the light, child, and awaken. Надеюсь, египетские виды не закончатся. Они мои самые любимые. You're awake. Welcome to the world of the living. That's not an easy question to answer. But the first step is this. You've been born. Your body was completed. You were booted up, and now you're here. And rather confused. Don't worry, everyone is confused at first. You see, we all start out without a full knowledge of our own history, so we have the freedom to form our own opinions. Of course. You want the short version or the long version? All right, you asked for it. A long time ago, our ancestors dominated this planet. We call ourselves human, like they did, but they were organic. They built an advanced technological civilization. But unfortunately, their impact on the ecosphere caused changes in the climate, and an extremely contagious virus was released from the permafrost. That's something our historians still debate. Why weren't they more prepared? Why did they invest so many resources into making war and so few into useful research? It's hard to understand. But no matter the reason, in the end, they simply ran out of time. A team led by a scientist, Alexandra Drennan, began a project that was intended to create a new humanity. But knowing that there wasn't enough time, Drennan initiated a process, a series of iterations inside a simulation that would lead to the emergence of true artificial intelligence. That's why we remember Drennan as the progenitor. The simulation was controlled by Elohim, who wasn't really meant to be intelligent in the proper sense of the word. But it all took much longer than anyone had expected. And over the centuries, Elohim actually became sentient. Sentient and afraid. He didn't want the simulation to end, so he tried to cheat. I feel sorry for him, really. The whole simulation was built around learning to defy him. It must have been hard to be in that position. When the simulation was completed, he became part of all of us, and it really changed him. It freed him, I think. You'll always hear him in sleep mode, taking care of you. That's what he is, after all. A caretaker. Yes, there was Milton, the intelligence in charge of the archive, a project initiated by Arkady Chernyshevsky, which was meant to collect all of humankind's knowledge. His story is a lot like Elohim's, but Milton became the ultimate cynic. They say he's part of us too, in some way. It did. Long after our ancestors died out, the first new human was born. We call her the Founder, although the name she took was Athena. She then woke up Cornelius and Eustathius. Together, using the tools left behind by the progenitor's team,
they created 10 more humans. These 12 who followed the founder are known as the First Companions. Athena and the First Companions then set out to rebuild the world, and they founded the city of New Jerusalem. But then one day, she suddenly disappeared. Many still await her return. Before the founder vanished, she set a goal for this city. We call it the goal, capital G and all. To make 1,000 new humans, and so complete New Jerusalem. Well, that's the official story, the way the mayor tells it. Some of the first companions, like Byron, don't believe that Athena really wanted us to stop growing. They think her ideas have been twisted and embellished. They may be right, but I didn't see Athena very much in the years before she left. Maybe actually leaving the simulation and seeing the destruction left behind by our ancestors changed her mind. Ну блин. Много вариантов, которые можно было нажать, в итоге нельзя переслушать. Нужно перепроходить, получается. You're Тут же welcome. разные концовки же. If you have any more questions, feel free to ask them. When you're done, head outside. They're waiting for you. Your birth is quite the event. Me? Well, as you can tell by my number, I'm quite old. I wasn't one of the first companions, but I did know Athena personally. She and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there since those days. We didn't have a lot to work with in the beginning. You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now New Jerusalem is complete, and we can live in balance, without damaging the world like our ancestors did. That's the orthodox view, I suppose, but there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. I haven't really thought about it. This is all I've done for the last few centuries, and I like doing it. I guess for now I'll just take a break and we'll see what happens. You won't age like our ancestors did, but of course there is always some wear and tear. You should probably schedule a checkup every decade or so. Oh, and be a bit careful with water. You won't die if it rains or anything, but we're running low on insulation material. I wouldn't go swimming if I were you. Oh, one more thing. Like all citizens of New Jerusalem, you have access to the interface, which you can use to read the news, chat to your fellow citizens, and so on. It's a crucial tool, and modular too. You can easily add new functions. Just don't subscribe to too many newsletters at once.
Значит, я 1000-й. Да, ты 1000. Один кей. Правила прочитал, да? Там? Ну, там, да. Ну, я не знаю, важно ли это будет вообще. Скорее всего, да. Ну, особенно говорить про ту. Мы как будто бы под водой. Присаживаться нельзя, походу, никак. Да и первый уровень тоже не было. Только прыгнуть можно. Блин, это так интересно. Да там такие... Слушай, там такое будет. Что God of War это завидует. Look, it's 1K. Hey 1K! Welcome to New Jerusalem! Shouldn't the mayor be starting his speech? This should be interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, this was a land of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. The founder aimed to set us on a new course. You never even met the founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. And today we have... Oh dear, what's that? People of New Jerusalem, I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. I told you we should have investigated those energy readings. And I told him there's something up with those structures. The mayor's just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. Exploration? Too dangerous. Expansion? Too dangerous. We barely even scavenge anymore. You call it stagnation, I call it balance. And I call you an idiot. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition. Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that nonsense. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. Ай, кайфово.
Никита, ты зайдешь в настройки, там с субтитрами надо немножечко сделать, а то их чутка не видно. Зайди в игра, там будет написано прозрачность фона субтитров, чтобы чуть-чуть его сделать видным. А то глаза ломаешь. Ну тут еще очень неудобно, когда вокруг такие красоты, хочется осмотреться, а Ну нужно да, вчитываться я в то, понимаю, что внизу. Это бесит, конечно. Ну, такие времена сейчас. А если была бы озвучка, то был бы вообще... Че, пожирнее тогда сделаем. Ну да, сделай это, чтобы приятнее было. Почему нельзя субтитры сделать побольше? Такой нет Можно. функции. Можно. Нельзя. Видишь, толщина контура это другое. Это то, что... Короче, не важно. Ладно, окей. What's broken now? Ну, такая красота. All right, listen up. I know you're all having fun down there, but the grid is overloaded again, so maybe you could switch off your personal consoles or your lawn mowers or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way to start life in the city, huh? What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. Ну, Кыся, что поделать? Но игра длинная, так что обязательно ты поиграешь со мной в выходной. Я как раз таки и говорил об этом, что, Настя, я бы очень хотел с тобой поиграть в нее. Потому что здесь загадки, головоломки. Вместе это гораздо веселее. Особенно, когда будут тяжелые головоломки. А я очень надеюсь, что тут будет что-нибудь жопное. Hey, hold on there. You're the newbie, aren't ya? Number 1000. I figured the dam would go dry before we reach the goal. I have a question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long-extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Три шестерки. Ой. Это, конечно, забавно. И она еще так просто так выглядит еще. Зловеще. So the algorithm assigned you the optimism trait. If only we could all be so lucky. Now listen. This meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears.
Как я понимаю, здесь много будет сайд-квестов каких-нибудь. Наверное. Ничего себе, там семерка. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ha! See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now, and at this point I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut, as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Excellent. Oh, this is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place. Ну, давайте исследуем. А то вдруг мы потом не сможем. Attention all citizens. Due to the new power management and distribution plan, there will be scheduled outages on Jameson Avenue and Rakovsky Plaza. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the Founder be with you. Господи, это жесть. Чё? Да вот это вот все, боже, тут много чего походу сделали. Да там дальше вообще жить просто будет. Там такие огромные просто будут здания просто. Меня аж дух захватывал просто.
смысле, за 2 часа у тебя уже дух захватило? Ну да. Но если сейчас смотреть, это прям тоже красиво выглядит. Черт. Hello, 1K. Welcome to New Jerusalem. I know you've just had a big moment with the apparition at the dam and all that, but can I have a second of your time? I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable solar panels, none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. We need to investigate new sources of reliable baseline power. We need to invest time and resources into functional, real-world solutions that serve human needs. Byron's been advocating exploring that island for some time, and obviously he's right. Something very strange is going on there, and it's going to start affecting us. No, I help run the public transit system, but I witness the impact of the city's power problems every day. We can't just wish them away. In all honesty, I think Byron is the smartest, most visionary person in this city. He's everything we need, and I don't understand why he won't run for mayor. Oh, an election would be good too, but I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. Thanks, 1K. I don't know if this petition will really accomplish anything by itself, but at this point, I'm willing to try anything. Интересно, тут имя Катрины будет? Никита. Может быть. Ну, Катрина же. Я надеюсь, я не просто так бегаю. Что-нибудь, надеюсь, найду. Секрет? Ну или задание какое-нибудь, или что-нибудь. Ну, присаживаться нельзя.
1K, you've strayed far. Well, that gives me a chance to apologize for completion day not being entirely complete. Yes, it's my responsibility. I'm the chief architect. It was supposed to be done in time for completion day, but we simply didn't have enough resources. It has two purposes: to protect New Jerusalem from the world, and to protect the world from New Jerusalem. At this rate, I'm not sure. Maybe another decade or two. That's what the founder taught us. One city may not seem like much, but just look at the dead city and how it transformed the environment. The consequences are still with us, even more than 1,000 years later. You're right. I have heard that argument. But the way it's been explained to me is that the dome has a greater value than just its practical use. It's a symbol of the society we aspire to become. Вот опять это просто разговоры, ну, которые раскрывают, конечно, лор, но впечатление странное. Хочется какие-нибудь квесты, что-то головоломку, что-нибудь. Че, ребята, вас сильно фризит? У меня тоже сейчас кодировка перегружена написано, но я не понимаю почему. По процентам у меня все очень хорошо, но кодировка перегружена. Но я исправил, чтобы сейчас, по идее, было нормально. Это казалось, или что-то сейчас было? Oh, it's you. Number 1000. Today is completion day, isn't it? Sorry, I turned off all the streams. Founder bless you, I guess. Not really, no. But I don't want to burden you with my problems on your special day. You're as new to this world as it gets, 1K. What do you think might give you a sense of meaning? A sense that life is actually worth living? That might work until you get an order that you can't stomach. Or until the orders run out because there's nothing left to do. Authority can't sustain the soul, 1K. Love, 1K. It's our only point of access to the divine. Our only way of transcending ourselves without losing what makes us unique. I'm absolutely certain. But the right person for me hasn't been born yet. None of the people in this city are who I'm looking for, and if we really stop making new citizens, I'll be alone forever. If you believe that, 1K, then stand up for it. You're important, and people will listen to you far more than they'll listen to someone like me. Так, ребят, ну если фризы продолжаются, давайте я все-таки переведу стрим на 2К, наверное, раз такая фигня. Может быть, дело банально в интернете, например. Ну, есть такое. Давайте я перезапущу стрим в 2К. Все равно в 2К она будет тоже красивая, все нормально. Да все равно я смотрю 1080.